Я так стесняюсь, я так давно не снимала. О май гад. Привет. Привет, друг, как у тебя дела? Давно не виделись. Что такое лицеум и с чем его едят? Всем привет! Вы на канале Ксения Волшебная, и сегодня мы с вами поговорим о лицеуме, о польском лицеуме. Когда ты заканчиваешь начальную школу, в голове возникает вопрос, что делать дальше? У тебя есть выбор. Ты можешь пойти в техникум. В техникуме ты получишь базовые знания по выбранной специальности. Второй выбор, ты можешь пойти в заводовку. После окончания заводовки ты можешь пойти работать. Но ты не сможешь сдать матуру, тем самым ты не сможешь пойти учиться в университет. Или ты можешь пойти учиться в лицеум, что, собственно, выбрала я. Звучит как реклама, но это не реклама. Лицеум — это общеобразовательная школа. Там идет разделение классов по направлениям. Например, математические или медицинские, может быть, журналистские. У тебя очень большой выбор, правда. Например, я выбрала правно-справочное. Я не совсем уверена, как это переводится на русский. Я надеюсь, что я сейчас переведу правильно, но это якобы юридическо-социальный. То есть у меня расширенная история и обществоведение. Сегодня мы с вами не будем обсуждать образование, но не волнуйтесь, к этому мы тоже вернемся, но в следующем видео. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как отличаются белорусские школы от лицеума внешне. Заинтриговала? Тогда оставайся со мной. Потому что, поверь, дальше ты услышишь вещи, от которых будешь в шоке. Я уверена. Я училась в 2 белорусских школах, но я немало побывала в белорусских внешних и посмотрела, как они выглядят изнутри. И в целом они никогда не вызывали у меня приятных ощущений, потому что в одной школе я встретила крысу, в другой дырку в стене. Мне кажется, в наших школах можно снимать ужастики. Хотя, наверное, в них и снимают ужастики. И поэтому я уверена, что половины из того, что я перечислю, или, скорее всего, что я перечислю, у вас нет в школах. Хотя я не отрицаю, возможно, вам повезло, и вы попали в очень хорошую школу, и там был ремонт за последние 10 лет, а не за последние, там, 30, 40, 50, 100. Некоторые школы, наверное, вообще не реставрировали, мне так кажется. И начнем мы с моего самого любимого места в школе. Это библиотека. Это волшебное место. Только представь, ты заходишь в библиотеку, идешь заваривать себе чай, выбираешь себе книгу, например, «Искусство мотивации» или, может, «Шерлок Холмс», ну, или что ты там предпочитаешь, и садишься в большое удобное кресло и на час отключаешься от мира. Ну, или тебя из этого мира фантазии вытягивает библиотекарша и болтает с тобой абсолютно обо всем. Да, дорогой друг, я тебе описала библиотеку в нашем лицеуме. В библиотеке очень большой выбор книг. Ты сможешь найти психологию, детективы, фэнтези, фантастика, романы, классику, книги на других языках, например, английском или том же русском. Например, сейчас я взяла в школьной библиотеке 2 книжки. Это «13 причин почему» и «Штука мотивации». Думаю, тем, кто смотрел сериал «13 причин почему» или читал книгу, сейчас уловили эту легкую нотку иронии, так как... А давайте это останется нашим с вами секретом. И я думаю, они сами поймут, в чем здесь прикол. 13 причин почему и искусство мотивации. Все эти книжки ты можешь выбирать себе сам, потому что у нас в школьной белорусской библиотеке нельзя было выбирать книг. Ну, во-первых, там и нечего было выбирать, ведь там только был Пушкин, Толстой, и ничего не имею против них. Но мне кажется, что тем, кто любит читать, они хотят читать еще книжки, а не только то, что есть у нас в программе. Лично мне кажется, что школьная библиотека — это именно то место, где нам должны прививать любовь к чтению. Нам не дают даже шанса. Но если, например, ты не любишь читать книги, но тебе хочется уединиться, посидеть в телефоне или же поучиться какому-то предмету, сделать домашнее задание, то
там тоже найдется место для тебя. У нас есть специальные столики, где ты можешь уединиться и делать домашнее задание. Там есть ноутбук, если тебе что-то нужно найти в интернете. Также стоят такие перегородки, чтобы ты никого не видел, чтобы тебя никто не видел. Также она создает меньше шума. Там можно подзарядить телефон, что безумно здорово, потому что меня на один раз очень сильно спасла. Я должна была задержаться в школе аж до 5 часов вечера, и у меня было на телефоне 5%, а 5% не дает гарантии, что я смогу связаться с мамой. И вау, я могу подзарядить телефон. Когда же у меня произошла такая ситуация в белорусской школе, и мне нужно было срочно подзарядить телефон, то мне сказали, что я больная и что нельзя пользоваться школьным электричеством. Также тем, кто ходит в библиотеку, они знают маленькую привилегию, которую они имеют. Мы можем себе делать чай или кофе. Насчет этого я не уверена, что это так в каждом лице. Мы просто, возможно, что у нас такая милая библиотекарша, не знаю. То есть, конечно же, об этом не знает вся школа, и на каждой переменке у нас не стоит по 100 человек, чтобы сделать себе чай. Нет, об этом знают только те, кто ходит в библиотеку. И наша милая библиотекарша нам предлагает иногда, и мы такие, да, почему бы и нет? Кстати, также в библиотеке у нас очень много настольных игр, и можно, собственно, в них играть. Ну, а те, которые не ходят в библиотеку, не посвящены в наше тайное братство, им приходится покупать чай и кофе в автомате за 2 злоты. В первом автомате у нас можно купить горячий шоколад, кофе или чай. Во втором автомате можно купить себе какой-нибудь перекус, например, палочки или крекеры, или батончики, воду или что-то еще. У нас есть диджей. Точнее, этот диджей меняется каждую перемену. Они, конечно же, назначены. Где-то в начале года, скорее всего, назначают. Я еще не в курсе, как это все происходит. По каждой перемене, абсолютно каждой, у нас играет музыка. Это очень здорово, потому что когда ты очень сильно напряжен, например, после контрольной или перед контрольной, музыка так себя расслабляет, потому что иногда не включают что-то смешное, иногда включают классику, иногда рок-н-ролл. И, в общем, много всего интересного. Когда включают какую-нибудь песню, которая очень популярна и знает большинство людей, например, Merry Christmas и что-нибудь в таком подобном стиле, то начинает петь вся школа. И это просто вау, это так атмосферно и здорово. Также у нас довольно интересный звонок на урок. Он не повторяется, то есть у них, наверное, я думаю, где-то 6, 7, 8 мелодий на этот звонок, и они ее меняют каждую перемену. И на самом деле это очень правильное решение, потому что, я думаю, всех раздражает этот звук. Звонок на урок в белорусских школах. Его все ненавидят. И он всегда меняется, и так всегда интересно, что же будет в этот раз? В лицеуме никто тебе ничего не скажет насчет того, как ты выглядишь. Ты можешь прийти с покрашенными волосами, с покрашенными ногтями, может быть, накрашенные. Ты можешь одет быть как угодно. Можешь прийти как на Хэллоуин, и не важно будет, что сейчас 21 мая. В общем, тебе не нужно стесняться своего стиля, тебя никто за это не осудит, не выгонит из школы, а только наоборот сделают комплимент, потому что поляки очень любят раздавать комплименты. Это мне очень сильно нравится. Обязательно сменная обувь. Без этого никак. И уже именно в этом шипатку тебя выгонят из школы. И обувь также ты не можешь принести любую, только чтобы не была она грязная, а обязательно это должны быть или тапочки, или сланцы, или обувь с мягкой подошвой. И только. Ну и только вот такой выбор. Небольшой, но на самом деле это даже интересно, когда, например, человек приходит в тапочках, а у него там большая медвежья лапа. Довольно забавно. В польских школах нету столовых. Точнее, они есть, но кормить тебя там никто не будет. Поэтому все носят с собой какую-то еду. Бутерброды, картошку, котлеты. В общем, то, что они хотят покушать на ланч. Но в школе есть отведенное место, где ты можешь присесть и покушать, хотя там нужно бороться за место, потому что желающих скушать свой ланч очень много.
В этой столовой у нас есть буфет, и там ты можешь купить себе горячие бутерброды, сок и что-то еще, но я там ничего никогда не покупала, поэтому не могу вам точно сказать. Закончилась вода? Не беда. Школа тебе поможет. Рекламное агентство, берите меня. В школе есть краник, где ты можешь набирать себе воду в бутылочку, или, например, мы иногда набираем нам в чайничек, потому что, напоминаю, мы находимся в тайном братстве, где мы пьем чай, и, к сожалению, там нет никаких слуг, поэтому нам приходится делать все самим. У каждого учащегося у нас в лицеуме должен быть бейджик. Это сделано для того, чтобы в школу не попал какой-нибудь незнакомец или даже террорист, потому что все же сейчас это не то что частое явление, но это может произойти с каждым, к сожалению. Но я хочу сказать, что в первый день школы нам рассказывали, насколько это важно, насколько важно не забывать бейджик. Если ты забыл, то ты должен будешь там бегать по всей школе, решать проблему, что ты забыл бейджик, чтобы тебе написали бумажку. Но в итоге это оказалось не так. Очень жаль, что к этому все же так относится халатно, что ли. То бейджики у нас не проверяет. Я забывала 2 раза. В итоге я просто пошла в секретариат, мне написали бумажку, я показала свою легитимацию, и на этом все. И в итоге никто меня не спросил даже, где мой бейджик. Спрашивает только единственный учитель по истории, которому на это не все равно. Я не буду вам показывать полностью, как выглядит мой бейджик, так как я не хочу все же показывать, в какой школе я учусь, и, возможно, какие-то мои данные. Но, получается, он выглядит так, что... Ой-ой-ой, как вам показать? Вот такая повязка, тут ты можешь прицепить, зацепить, но это в целом легко одевается просто через голову. Вот так это выглядит. И здесь у нас вот такой бейджик. И, собственно, сейчас я закрою свои данные. Здесь моя фотография, и написано, из какого я лицеума, и мое имя, фамилия, и также мой собственный QR-код, которым я могу что-то должна просканировать, но мы ничего не сканируем. Вот так. Вот, собственно, и минусы тоже всплывают. Дальше школа нам выдает 2 мешочка. Ну, как выдает? Мы тоже за это платим деньги, и как бы... Сложно жить без денег, о чем вам сказать. Когда я поступала в эту школу, мне никто не сказал, сколько я пахну туда денег. Один из мешочков, чисто здесь вот такая надпись есть, лицеум огульно-кшталт-сонце. Ксеночки. Но у нас еще есть такой бежевый мешочек, в который мы уже кладем свою обувь. Сменную обувь, собственно, которая, как я уже говорила, нужно обязательно с собой носить. Вы спросите, а зачем эти мешочки? Я вам отвечу. Эти мешочки для того, чтобы дети не таскали с собой тяжести. То есть, если вы знаете, что, например, вам ничего не задали по математике, а она у вас завтра, то зачем тащить домой и потом опять тащить в школу? Можно ведь просто оставить в раздевалке. По всей школе камеры, и поэтому у вас точно никто ничего не украдет. Так, то же самое с обувью. Зачем ее таскать каждый раз, когда можно оставить в раздевалке и забыть про нее до следующего дня? Еще одна довольно увлекательная вещь. У нас есть полка в Пошичане. То есть ты можешь там прийти, взять книжку. Это никак не касается библиотеки, то есть тебе не нужно будет записываться, показывать легитимацию, какие что-то там еще. То есть ты просто берешь и надеешься, что у тебя есть совесть, и ты ее все же спустя какое-то время поставишь обратно. И получается, так ученики туда приносят и оставляют книжки. Это очень здорово. Совсем забыла сказать. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, там написать комментарий, давай поболтаем с тобой. Может, у тебя есть какие-нибудь вопросы о лицеуме, может, что-нибудь интересное спросить, написать, какое офигенное, классное видео, ты такая красотка, то, пожалуйста, конечно же, пиши, мне будет очень приятно. В общем, до встречи!